конечно, уже знаете, что такое ювелирный фарфор. Как? Кто-то еще не знает? Приглашаем посмотреть видео о технике Silver Overlay на фарфоре. Приветствуем всех! Вы снова на канале Фарфор Европы. В продолжении разговора о металле мечты заглянем с вами на выставку «Элегантность серебра. Сокровища Оманского двора». Серебро для Омана – это больше, чем драгоценный металл. Это часть национальной идентичности страны. В древние времена именно из Омана серебро распространилось по всему Ближнему Востоку. В султанате есть серебряные рудники, и серебро здесь высококачественное. Местные мастера искусно обрабатывают серебро, создают красивые украшения и амулеты. Оманские женщины буквально с ног до головы покрывают себя множеством украшений, которые, кстати, могут указывать на семейное или финансовое положение, родовую, религиозную или региональную принадлежность. Изделия также украшены строчками из священного Корана. Их носят для защиты от злых сил. И кроме серебра украшают эти изделия красными или оранжевыми бусинами. Используют натуральные материалы – коралл, камень, рога и зубы животных. Они считаются воплощением защитной силы, приносят счастье и здоровье. Здесь представлены футляры-амулеты для священного Корана. Называются они хирз. Оманские женщины носят много массивных бус, серег, браслетов, но особенно нас поразило вот это восточное женское головное украшение с подвесками. Называется оно назаль или машль аль-рас. Вот на манекене показано, как носится это украшение. Что-то удивительное, необычное и очень эффектное. Смотрите, какая красота. А еще представлена коллекция личных вещей удивительной женщины Саида Сальма бинт Саид аль-Бусаиди, оманская принцесса из Занзибара. Женщина из эпохи Второй империи, когда столица Омана находилась в Занзибаре. В Европе ее называют принцесса Сальма или принцесса Занзибара, дочь создателя Второй Оманской империи, а ее мать – черкесская наложница по имени Джильфидан. Удивительная судьба у принцессы Сальмы. Родилась она в 1844 году, выучилась читать и писать, влюбилась в немецкого купца и сбежала с ним в Аден, город в Йемене. Там приняла протестантизм, взяла имя Эмили, вышла замуж за своего возлюбленного, стала Эмили Рютте и с мужем через Францию уехала в Германию. Эта удивительная женщина написала автобиографию на немецком языке «Мемуары арабской принцессы Занзибара». Это первая известная автобиография, написанная арабской женщиной. Ну что, заглянем в жизнь Оманского королевского двора в Занзибаре? Первый момент, когда оманская принцесса соприкоснулась в буквальном смысле с серебром, произошел сразу после ее рождения. Малышке-принцессе был подарен широкий серебряный гребень, который подкладывали ей под спину, чтобы она стала идеально прямой. На 7-й день после ее рождения султан подарил дочери украшения из своей богатой сокровищницы
выбрав то, стоимость которого отражала бы статус ее матери. После этого принцесса каждый год получала в подарок драгоценности, особенно на праздник Ид-аль-Фитр в конце Рамадана. В этот день султан дарил каждой жене и дочери украшения из своей коллекции в соответствии с их пожеланиями. Украшения хранились в больших деревянных сундуках с потайными отделениями. Эти украшения принадлежали принцессе Сальме. В центре браслет на руку, сделан из крупных серебряных бусин, который напоминает по форме коробочки мака. Слева вверху ожерелья, а ниже два ножных браслета. Посмотрите, какие они изящные, как красиво ювелиры сделали эти браслеты. Просто великолепное искусство. А справа это восточная женская маска на лицо. Называется бурка. Возможно, происходит от персидского слова пурда. Она означает вуаль или занавес. Эта маска защищала лицо от жары и от ветра с песком. Оманские серебряные украшения отличаются массивностью, сложной ручной чеканкой, гравировкой, часто инкрустируются полудрагоценными камнями или цветным стеклом. Массивные, большие, красивые браслеты и эффектные ожерелья. Вот это ожерелье называется мантура. А что же мужчины? Раньше они не покидали дом, если у них на поясе не висел кинжал хаджар. И значение этого оружия отражено в национальном гербе султаната Оман. Герб представляет собой кинжал в ножнах поверх двух скрещенных изогнутых мечей. Этот символ изображен на национальном флаге и валюте страны и служит напоминанием об исторических сражениях, которые велись ради создания мирного и процветающего государства. Кинжалы использовались в Омане, по крайней мере, с 3-го тысячелетия до нашей эры. И даже в далеком прошлом они выполняли как церемониальные, так и практические функции. Государственный герб Султанат Оман, 1970 год. Слоновая кость, дерево, кожа, железо, серебро, золотые нити. А еще Оман – это ароматы. Повседневная жизнь наполнена ароматами разных цветов, душистой древесины, различных смол, специй и трав. Жасмин, мирт, базилик благоухают во внутренних двориках домов, а розовой водой окропляют руки гостей в знак гостеприимства, и это же делают на свадебных церемониях. Передача курильщицы с благовониями в начале визита и нанесение капли эфирного масла агарового дерева на руки гостей при прощании – это традиция во всех регионах Омана. Амуаш – всемирно известный парфюмерный дом, который создает изысканные духи с восточными и западными нотками. Основанный в 1983 году, этот парфюмерный дом может похвастаться командой всемирно известных парфюмеров, работающих в Париже, Грассе, Женеве и Нью-Йорке. Первая альфакторная инновация Амуаш, известная как Амуаш Голд, была представлена в 1983 году. Дизайн флакона мужских духов вдохновлен оманским кинжалом. Изготовлен этот флакон из хрусталя, 24-каратное золото и серебро, украшено замысловатыми узорами. Эти ароматы содержат 3 величайших природных сокровища Омана – ладан, розу и амбру.
наряду с другими редкими компонентами. Ладан – связующее звено, коммуникация и почитаемый во всем мире ингредиент.